Привет всем! Вы на канале Алекс Моторный. И сегодня темой нашего видео будут некоторые особняки и здания, имеющие ту или иную архитектурную важность для города Харькова. Эти здания либо заброшены, либо еще функционируют, но об их истории стоит знать каждому. И если эта тема будет интересна зрителям канала, то в последующих видеороликах мы обязательно продолжим. В Харькове есть несколько домов, которые связывают с деятельностью масонов. Например, это старинное здание по улице Святодуховской, 10 называют масонским домом. Оно окутано легендами и загадками. Дом был построен в начале 20 века и принадлежал мещанам Дмитрию и Екатерине Красий. Но других упоминаний об этой семье нет. Одна из легенд – это последний дом архитектора Бекетова, хотя в списке работ Бекетова дом отсутствует. Еще одна не менее увлекательная легенда окутывает заброшенный особняк уже не первое десятилетие. Поговаривают, что это здание было построено специально для местной масонской ложи. Якобы здесь проходили тайные собрания, прекратившиеся только после 1918 года. Если добавить немного воображения и смотреться во внешний облик особняка, то эта версия не кажется такой уж и фантастической. Крыша мира. Это одно из мистических мест в Харькове, которое обросло слухами и легендами. Говорят, что все, кто хотел восстановить здание, сходили с ума. Также некоторые верят, что здесь находился бордель и собирались сатанисты. Но никаких подтверждений этим слухам нет. Построили крышу мира в 1910 году. Изначально здесь должна была находиться гостиница для элитных постояльцев, но этим планам не суждено было сбыться. Некоторое время здание пустовало. В советское время здесь находилось общежитие для сотрудников гидрометеорологической службы, но в 1970 году здесь случился пожар, после чего здание находится в заброшенном состоянии до наших дней. В 90-х годах здесь хотели разместить медицинскую областную библиотеку, но эти планы не увенчались успехом. Крышу мира пытались неоднократно реконструировать, но она до сих пор имеет неприглядный вид. Кстати, крышей мира здание называют потому, что если забраться на его крышу, то открывается потрясающий вид на город. Также это таинственное здание в народе именуют как дом Бутусова. Здесь любили проводить свободное время неформалы, распевая песни того времени. В районе станции метро Защитников Украины находится заброшка, о которой мало кто знает. Это бывшая воинская часть номер 833-78. Здание из красного кирпича, которое выходит на улицу Военную. Казармы, построенные еще в 1900 году по решению городской думы. Рядом собирались достроить домовую церковь и гимнастический зал. В казармах располагался 122-й пехотный Тамбовский полк. Сохранили и казармы свое назначение и после прихода советской власти. Здесь находилась учебная воинская часть номер 833-78, которая занималась средствами связи, рядом построили еще несколько зданий. В 90-х здесь был автопарк Харьковского военного университета и располагался гарнизонный оркестр, но затем здания опустели и сейчас разрушаются. Дом статского советника Шкарбатова, конец 19 век. Архитектор пока, увы, неизвестен. Этот дом находится в переулке Лопатинском. Фасад дома выполнен в эклектичной манере, отдающей скорее псевдорусским стилем, к слову, не столь уж и распространенном в харьковской архитектуре в конце 19 века. Как бы то ни было, дом очень обветшал, потерял балконы, многие окна заложены кирпичом наглухо, притом давно. Более того, на стене видны следы другого, более молодого дома, который был пристроен к сегодняшнему герою и был в итоге тоже снесен. Единственное, что пока спасает это здание от уничтожения, это то, что оно входит в число памятников архитектуры. И еще одна интересная история у нас связана с дворцом бракосочетания.
Дело в том, что в Харькове молодожены расписываются в бывшем концлагере. Многие зрители скажут: какой концлагерь, что ты несешь? Красивейшее здание, памятник архитектуры. Да в том-то и дело, что в 1920 году бывший особняк богача Юзефовича памятником никто не считал. 7 лет от роду насчитывал тогда будущий дворец бракосочетания. Какой уж там памятник, а вот толщину стен и надежность подвалов мог оценить каждый. Одними из первых это сделали немцы, но не простые, а революционные. На рубеже 1918-19 годов в доме квартировал немецкий совдеп – Совет солдатских депутатов Харьковского гарнизона. Этот дом у Юзефовича просто экспроприировали в частную собственность. С середины августа 1920 года по февраль 1922 года в бывшем имении размещался третий по счету Харьковский концентрационный лагерь. Держали там разных людей, однако смертных приговоров там не выполняли. Заключенные были необходимы как дешевая рабочая сила и источник доходов. В нем содержали людей, которых привлекали к разным работам. С другой стороны, там содержались те, с кого пытались выбить деньги. Многим так называемым буржуям даже не писали приговор. Вместо этого писали до внесения такой-то суммы, скажем 100 тысяч рублей. Между прочим, там знали, с кого сколько содрать. В концлагере была высокая смертность и без расстрелов. Арестанты умирали от тифа и истощения. Конвоирам, которые водили заключенных на работу, приказывали быть особенно осмотрительными, ведь те могли сбежать и слиться с гражданским населением. Последнее как раз находилось в настолько запущенном состоянии, что было невозможно отличить заключенного от гражданина. Но вместе с тем лагерь считался показательным. Была воспитательная часть, которая пыталась перевоспитать заключенных в советском духе. Организовали там собственный театр, в штате лагеря даже была своя балерина. Но с другой стороны, в этом лагере не было элементарных санитарных удобств. После того, как дом перестал быть концлагерем, его отдали обществу старых большевиков. Там они просуществовали до середины 1930-х годов. Там, где сейчас расписываются молодожены, в 1933 году стоял гроб с Николаем Скрипником. Старые большевики прощались с ним в этом доме. На похороны собралась вся прошлая украинская элита. Потом дом отдали детскому саду, носившему имя Ионы Якира. Однако недолго, до 1937 года, пока не арестовали самого Якира. Как оказалось, такое имя для деток не подходит. С 1944 по 1963 годы там размещался дворец пионеров, а уже впоследствии дворец бракосочетаний. В наши дни это одно из самых романтичных мест Харькова – Центральный дворец бракосочетания. Его внешний вид лучшим образом подходит для такого торжества, как свадьба. Но здание также является архитектурным памятником города. Юзефович прожил со своей семьей здесь вплоть до революции. Позднее скульптуры львов демонтировали. Не так давно была проделана реконструкция дворца бракосочетания. Был восстановлен не только внешний вид дворца. Внутри все отливает золотом. В отделке преобладают нежные пастельные тона. Лучшего места для создания новой семьи не найти во всем Харькове. Дорогие друзья, я благодарен вам, что вы досмотрели это видео до конца. Если данный видеоролик будет популярен, то обязательно последует продолжение. Подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!